Сегодня 8 мая 2022 года мы пришли на кладбище захоронения советских солдат. Здесь похоронено также очень много белорусов, которые погибли в 1944-м, воевали против нацизма и фашизма. Я помню с детства, когда мы приходили на кладбище, мы всегда говорили о том или слышали слова, чтобы этого никогда не повторилось, чтобы не повторилась война. Слишком много пострадал белорусский народ. Но сегодня война повторяется. И парадоксально она повторяется с инициативы того народа, который так же, как и белорусы, так же, как и украинцы, русского народа, также пострадал в ходе этой ужасной войны против нацизма и фашизма. И сегодня начал войну. Начал войну против тех, с кем вместе сражались против ужасной навалы 20-го столетия. Могу ли я быть к этому безразличен? Не могут ли у меня внутри быть терзания? Да. Но, мне кажется, вывод достаточно ясный, ведь я не могу поддержать эту войну. Я буду всегда против этой войны России при поддержке режима Лукашенко против украинцев. Почему? За что? Одна страна, один народ решили, что они будут диктовать другому народу, что они должны делать. Что они хотят владеть этой землей и управлять страной, другой страной. Это очень сложно. Война – это черное и белое. И мы должны понять, что нам важно занять сторону добра, потому что убивать – это всегда плохо. Убивать на территории другой страны – это преступление. И сегодня совершается преступление, военное преступление России и режимом Лукашенко, который поддерживает эту ужасную агрессию, предоставив военные аэродромы, запуская ракеты, которые бомбят территорию украинских городов, когда гибнут дети, сотни детей погибло, женщин, сколько разрушенных городов. И неужели кто-то может это поддержать, белорусы? Неужели мы, которые так пострадали в ходе той войны, скажем, да, это нормально, можно бомбить, уничтожать, убивать? Почему? На каком основании? Я против войны. Но я тоже не мог пройти мимо этого кладбища. Я и мои друзья, мои коллеги также пришли вместе со мной сегодня, чтобы отдать память каждому солдату, конкретному солдату, возложить цветы к конкретной могилке тех, кто погиб тогда, борясь против нацизма и фашизма. Сегодня в Беларуси из 14 признаков фашизма 13 уже выполнены. Диктатор не дает права голоса, слова никому. Он всех сажает в тюрьму, он выгоняет из страны. Он убивает, он дает приказы убивать. Мы можем с этим согласиться. Да, сейчас это исторический перелом. Я верю в победу Украины, я верю в победу белорусского народа над диктаторами, над злом. Я верю в победу мира. И тем более мы сегодня должны говорить как можно быстрее, чтобы закончилась война и чтобы никогда не было больше ужасных войн на территории нашей страны, наших стран, наших народов. Никогда не коснулась трагедия войны.